Сегодня готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки. Это упрощенная версия классического пломбира, рецепт которого вы можете посмотреть по ссылке в описании. В данном рецепте отсутствуют яйца, соответственно отпадает необходимость их термической обработки, что значительно ускоряет общий процесс приготовления. Готовится оно очень легко и быстро, буквально за 5 минут. Прелесть этого рецепта еще и в том, что его не нужно периодически доставать и перемешивать в процессе замораживания. В нем не образуются кристаллики льда. Для приготовления этого вкуснейшего мороженого нам понадобится всего лишь 2 ингредиента – жирные сливки и сгущенка. Сливки для взбивания можно приготовить в домашних условиях из молока и масла. Как это сделать, смотрите в моем видео по ссылке в описании. Итак, нам нужны жирные сливки жирностью 33% и более. Они должны быть хорошо охлаждены. Перед взбиванием оставьте их на ночь в холодильнике. Если сливки будут недостаточно охлаждены, то в процессе взбивания они просто могут отсечься. Перед тем, как вылить сливки, хорошо взболтайте пакет. Начинаем взбивать сливки на небольшой скорости, чтобы они сильно не разбрызгались. И постепенно, наращивая скорость до высокой, продолжаем взбивать до полувзбитого состояния. Это такое состояние сливок, когда они увеличиваются в объеме приблизительно в 2-2,5 раза. Венчик уже начинает оставлять следы на поверхности сливок, но они еще пока достаточно жидкие. Они еще пока стекают с венчика. Как правильно взбить сливки со всеми тонкостями и нюансами, смотрите в отдельном видео. В этот момент добавляем сгущенное молоко. Количество сгущенки можно регулировать по своему вкусу как в меньшую, так и в большую сторону. По желанию добавьте ванильный сахар или ванильный экстракт. Взбиваем сливки со сгущенкой до состояния мягкого пика. Не взбивайте дольше, чем нужно, чтобы ни в коем случае не перебить. Всегда ориентируйтесь по консистенции, а не по времени взбивания. Я буду делать мороженое в вафельных стаканчиках. Также можно воспользоваться бумажными стаканчиками или просто заморозить в контейнере. При желании можно красиво отсадить массу для мороженого из кондитерского мешка с крупной насадкой, а можно просто разложить при помощи обычной ложки. Убираем стаканчики в морозильную камеру до полного замерзания. Контейнер с оставшимся мороженым накрываем крышкой и тоже убираем в морозилку. Теперь самое сложное – это набраться терпения в ожидании окончательного результата. Мороженое будет готово через несколько часов. Здесь все зависит от температуры вашей морозилки и желаемого результата. Мягкое или плотное мороженое вы хотите получить. На основе этого рецепта можно фантазировать и по желанию добавлять различные добавки. Если вы готовите мороженое в большом контейнере, а не в стаканчиках, то перед употреблением его нужно заранее достать из морозилки и дать немного согреться, минут 10, чтобы оно смягчилось и вы смогли сформировать из него красивые аппетитные шарики при помощи ложки для мороженого. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.